Всем привет! Не так давно я выпустил видео Shorts с анонсом вот сегодняшнего обзора на микрофон Maona Wave T5. Вот так все это дело приходит, и посмотрим, соответственно, немножко поближе на столе на данный девайс. Видите, есть даже какая-то фирменная акцизная марка. Здесь указаны айфоны, айпады, к которым все это дело подходит. Но также есть в комплекте приемник второй. Это Type-C, то есть подходит буквально ко всем устройствам. Мне приехал полный комплект, то есть комбо-версия. Есть также комплекты и версии для мобильных устройств. То есть в нем не будет вот этого среднего приемника для видеокамеры. Вскрываем, смотрим, что да как нам приехало. Вот такая черная коробка с золотой надписью Maona. И здесь тоже, видите, вторая какая-то тоже акцизка есть. Открываем, смотрим. Вот такая инструкция, значит, такая памятка. На памятке указан QR-код для скачивания мобильного приложения. И первым пунктом указано, что перед работой включите режим вот здесь вот OTG. В некоторых телефонах это все дело работает сразу сходу на горячую, в некоторых нужно включать режим OTG. Имеется инструкция. Вот такая карточка с комплектацией на разных языках, то есть одинаково все. Положили очень такие классные приколюхи, вот такие наклеечки. На наш микрофон мы можем клеить, допустим, снимаем в черной майке, хотим микрофон как-то замаскировать, клеим черную наклеечку. В белой майке белую. Ну, либо вот такие вот няшные разные приколюхи. Сама инструкция. Инструкция как два спичечных буквально коробочка. Тонкая, на 3 языках. То есть немецкий, английский и китайский. Все понятно, друзья, даже без перевода. Что, куда, зачем и почему. Далее мешочек. Вот такой брендированный мешочек. В мешочке тоже находятся аксессуары. То есть 2 такие нашейные веревочки. Вот у меня одна распутанная уже. Размер регулируется вот таким образом. Здесь находится магнитик. Клеим микрофончик, цепляем на шею. То есть это в том случае, если у вас нет ни рубашки, ничего. Ну, где-то вы лежите на пляжу. И не жужжу. Вот. И получается, делаете свой репортаж. Также кабель зарядки USB-A на Type-C. Ну и вот основной наш кейс, который исполнен тоже достаточно красиво, аккуратно и качественно. Вскрываем, смотрим, наблюдаем следующую картину, следующую комплектацию. Давайте начнем вот отсюда. Итак, кабель Type-C на Type-C, сантиметров 40 кабелька. Кабель 3,5 на 3,5 джек, то есть для подключения приемника к видеокамере. 2 такие вот мохнаточки, ветрозащиты. Так, ну и что у нас здесь? Имеется 2 прищепки с магнитиками, то есть клеим сюда микрофончик и цепляем на карман, воротник, лацкан, куда кому угодно. 2 приемника Lightning. У приемника имеется гнездо Type-C, 2 кнопки включения-выключения и кнопка шумодава. Также имеется 2 индикатора работы 2 микрофонов. Если работает один микрофон, у вас горит один индикатор. 2 микрофона, загорается 2 индикатора. Друзья, это гнездо не для зарядки самого приемника. Это гнездо транзит. То есть во время работы и использования микрофона, когда все это дело подключено в телефон, мы можем заряжать одновременно наш телефон. Надеюсь, понятно. Точно такой же второй приемник, но уже с разъемом Type-C. Все точно так же. Опять напоминаю, не заряжается, работает от питания вашего девайса. Это сквозная зарядка. Транзитная для телефона. Ну и вскрываем наш основной кейс, в котором находятся наши микрофоны. Здесь сзади имеется Type-C гнездо зарядки. Значит, внизу у нас указан емкость батареи. То есть здесь батарея используется 1950 мАч. Довольно классная батарея.
На передней панели бренд, ну и 4 индикатора зарядки. Вскрываем, смотрим, что мы видим. Мы видим приемник для видеокамеры и 2 совершенно одинаковых микрофона. Начинаем, друзья, с приемника для видеокамеры. Вынимаем и микрофончик, чтобы они между собой смогли подружиться. Видите, не успела достать, как они подружились. То есть это у нас, получается, горит второй канал, то бишь правый канал. Вот, значит, этот мы перебросим на левый, чтобы запомнить. На микрофоне имеется несколько функциональных клавиш. Вот это вот решетка микрофона. Видите, индикатор работы микрофона. Значит, красная кнопка двухфункциональная. Первая функция — это во время записи мы с вами хотим чихнуть. Нажимаем, загоралось красным, звук не записывается. Чихнули, продолжаем запись, опять нажали кратковременно, и опять у нас все дело работает. Вторая же функция мне больше еще понравилась, чем первая. Ну, хотя они две очень классные. Двухсекундным удержанием данной красной клавиши мы включаем запись на нашем телефоне дистанционно. Двухсекундным удержанием выключаем видеозапись на нашем телефоне. Также дистанционно. Просто классная функция. Далее, две кнопочки. Первая кнопка шумодав, вторая кнопка включение-выключение. Сейчас синий индикатор нам говорит о том, что шумодав отключен. А если включить кнопочку шумодава, индикаторы становятся зелеными, что говорит о том, что шумодав включен. Больше кнопок у нас никаких нет. Значит, есть вот такие контакты для зарядки. Все, друзья, эти контакты были заклеены вот такими вот изоляторами. Теперь показываю, как все это дело подключить к видеокамере. Есть у нас вот такая вот видеокамера, да. Что у нас? Canon. Подарок от нас с супругой, дочери на совершеннолетие. И вот есть прищепка размером с горячий башмак. Подключаем просто в горячий башмак. Все у нас подключено, как бы, да, но не все. Берем вот этот проводок, врубаем его в приемник и ищем гнездо микрофона. Вот оно у нас. И сюда. Вот теперь у нас все готово к работе. Включаем камеру и производим запись. Значит, какие функциональные кнопочки есть у нас на данном приемнике. То есть, смотрите, переключатель SM. Что значит стереомоно? Да, наши микрофончики могут работать в стереорежиме, что очень-очень классно. Ну, здесь контактная площадка. Здесь у нас показано, что работает второй, я так понимаю, правый канал. Но если мы переключим на моно, то будет, соответственно, на двух каналах одно и то же. Здесь у нас левый канал, который мы не задействовали. Если мы достанем микрофончик, видите, подключился и левый канал. То есть вот это вот микрофон левого канала. Я пока положу на место, чтобы не перепутать. Все, положил на место, и он сразу вырубился. Ну а здесь индикатор зарядки аккумулятора самого приемника. И на вершине приемника вот такая крутилочка с регулировкой громкости микрофона. Думаю, всем понятно. На данной стороне кнопочка включения-выключения и разъем для подзарядки Type-C. Ну, вот так выглядит камера. Классно, отлично, ничего нигде никому не мешает. Микрофон, как мы видим, замигал. То есть микрофончик находится в поиске, так как ресивер, вот этот вот приемник у нас никуда не подключен. Микрофон будет искать, потом ему надоест, и он просто, друзья, уснет. Ну, микрофон я вам уже показал. Все сделано очень классно и качественно. Ну, на это место мы можем с вами лепить вот эти вот приколюшные наклейки, да. Данный обзор, звук на данном обзоре сейчас слышите именно на микрофон телефона. Звук довольно неплохой, друзья. Я думаю, вы согласитесь. Но это только за столом. Как только я, допустим, куда-нибудь отклонюсь, видите, и что-нибудь там начну вам рассказывать
с головой в сторону, то звук уплывает в ту же сторону. И как бы это все дело получается некрасиво. Ну, вы все знаете, что мне надо писать обзоры не то на улице, не то в гараже. И последнее время я пишу свои обзоры на микрофон телефона. И не всегда звук получается таким качественным и хорошим. Значит, кто смотрит мои видео, скажут, у тебя же этих микрофонов там валом. Да, друзья, у меня есть боепроводной, боебеспроводной, дорогущий прямо микрофон на то время. Есть Fifine и есть простой дешевый микрофончик. Но, как только я поменял телефон, вот на этом телефоне все эти микрофоны записывали просто классный звук. Это Xiaomi 9T Pro. Как только я поменял на телефон, на который сейчас ведется запись, это Xiaomi 13T Pro, звук со всех этих микрофонов стал писаться просто ужасный. И он никак не регулируется, в отличие от звука данных микрофонов. Значит, сейчас посмотрите, как это все дело работает на... Ну, как устроено приложение. А перед этим расскажу, что я как только получил эти микрофоны, значит, подсоединил их к телефону, скачал через QR-код приложение, все подключил, и мне сразу прилетело 2 обновления. Сегодня перед записью видеообзора данного мне опять прилетело обновление, поэтому обновления прилетают частиком. Ну а сейчас смотрим, что да как в приложении. Итак, установили приложение, запускаем приложение Maona Link. Соглашаемся. Происходит запуск, и вот наше приложение запущено. В самом верху мы наблюдаем уровни заряда батарей микрофона 1 и микрофона 2. Справа вверху у нас имеются 2 значка микрофончика, то есть раз они беленькие, то значит, что у нас оба микрофона работают. Можем отключить левый канал, допустим, первый микрофон, работать по второму. Можем отключить второй канал правый, работать по левому каналу. Если у вас в настройках настроено стерео. Если моно, вы этого как бы и не заметите. И можем выключить сразу 2 микрофона. Вот, включила микрофоны. Ниже, видите, бегающая зеленая шкала, такой статус-бар. Это у нас уровень громкости микрофона, который мы с вами можем настроить вручную вот до 20. Я же привык работать на 6, 7. Пускай будет так. Ниже Noise Reduction. Это у нас шумодав. Можно его вырубить, можно его включить. Итак, имеется 3 режима. Это легкий, будем говорить, средний и максимальный режим шумодава. А вот легкий, средний, максимальный и с пользовательской настройкой. Настройка на 14, шкала на 14 делений. То есть можем с вами выбирать, как он будет, в каком режиме давить шум. Ниже можем выбрать голос. То есть сейчас вы слышите мой голос на вот Книрс. Короче, извините за мой английский. Переключаем на предыдущий. Вот такой сейчас получается голос. Не знаю, есть разница, нет. Переключаем на предыдущий. Тоже не знаю разницы. И сюда. Это вам, наверное, будет как-то слышно. Правее фон Speaker Output. Это включение-выключение, динамика телефона. Ну и ниже 2 кнопки моно-стерео. Думаю, вы все понимаете, для чего они нужны. Здесь шестеренка сверху справа нажимаем. И если телефон у нас будет в сети и будут какие-то обновления, то здесь все загорится зеленым. Загорится вот это вот по центру в круге стрелка и предложит вам обновить программу. Программа обновляется. Все это записывается как бы в эти микрофоны. После чего предлагают подождать 30 секунд. Ну, собственно говоря, сейчас вы это дело все посмотрите.
Посмотрели приложение. Ну что ж, предлагаю теперь все это дело проверить и сверить со звуком от, так сказать, микрофона телефона с данными микрофончиками. Для этого предлагаю подключить на горячую данный микрофон. Подключаем сразу два канала и смотрим, пишет стерео, либо не пишет стерео. Поехали, врубаем. Отключу один микрофон, чтобы определить канал. Так, это у нас, по идее, правый канал. Надеюсь, вы слышите правый канал. И подключаем левый канал. Честно скажу, не знаю, не пробовал. Вот с вами в первый раз. По идее, левый канал, по идее, правый канал. Как же нам проверить? А очень просто. Все те же красные кнопки. То есть, отключаю левый канал. И звук вы, по идее, должны слышать уже здесь, вот с этого вот микрофончика правого канала. Если я что-то здесь не перепутал. Вот, у меня канал 1, это вот этот, по идее, должен быть левый. А теперь включаю левый канал и отключаю правый канал. Теперь вы, по идее, должны слышать звук только слева, с левого канала. Но опять же, либо наоборот. Здесь вот есть такой минус. Давайте я подключу уже два канала. Что нигде на микрофоне не указано, какого канала это микрофон. Либо первого, второго, как написано на ресивере, либо левого, правого. Вот можно определить только по подключению. То есть первый канал и второй канал. Надеюсь, друзья, вы услышали звук. Надеюсь, он будет все-таки стерео. Я вам показывал в мобильном приложении. Все это дело можно переключить, конечно же, и на монорежим. Ну, а также есть множество настроек, интуитивно понятных. Мы находимся с вами на заводе, в цеху. Здесь огромный шум, гам. Микрофон в данном случае работает без режима шумоподавления. Ну и, соответственно, вот такой голос вы слышите. Сейчас я включу шумоподавление. Микрофон переключился на зеленый цвет. И, собственно говоря, вот такой вот звук вы сейчас слышите. Значит, режим шумоподавления стоит всего лишь на серединке. Выехали мы на природу поснимать данный обзор. Значит, микрофончик у меня здесь, как свадебная роза. Одел ветрозащиту, так как присутствует небольшой, но ветерок. Заодно, как говорится, и протестируем. Ну, а приехали на природу, на наше местное вот такое вот красивое озерцо. Вон плавают даже уточки. Также здесь есть и лебеди, но сейчас куда-то спрятались. Ну что, давайте проверим, наверное, дальность нашего микрофона. Продавец заявил 300 метров. 300, друзья, я не пойду, так как 300 туда, 300 сюда. Это 600 метров топать тут. И вам не прикол, и мне тоже. Погнали. Пойдем к тому столбу, что составит расстояние примерно в метров 70, плюс-минус. Как всегда, приехали снимать обзор, и пошел маленький-маленький дождик. Вот, 2 дня у нас тоже льют дожди. Весь май ледяной, ночью заморозки. Вымерзли у нас грецкие орехи все, черешня. Короче, не знаю, что будет. Будет год голодный, походу. Так, подхожу к столбу, не знаю, связь теряется, не теряется. Друзья, связь на приемник мобильного телефона намного больше и дальше, чем на камеру. Вот я пришел к столбу, что составляет 70 метров. Вот машу руками, надеюсь, сынуля там оператором немножко меня увеличит, чтобы все это дело вы посмотрели. Ну что ж, иду обратно. Вот, не знаю, звук прерывался, не прерывался. Временами моя спина мешает, и звук прерывается. Но это все, друзья, на приемник камеры. Вот, подхожу к камере. Очень понравился мне данный микрофончик. То есть вы все видели, в настройках можно играть со звуком. 3 режима голосовых, то есть 4 режима голоса, 3 режима шумоподавления, плюс 1 пользовательская настройка. Вот. Ну что, на сегодня, наверное, будем заканчивать наш обзор. Всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, вы все поняли, как звучит данный микрофончик. Кстати, микрофон с шумоподавлением, ветрозащитой и в монорежиме. На этом буду с вами прощаться. Всем здоровья, удачи, до новых видео. Пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет.
Вот